Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Como, точнее Брунато, но об этом чуть-чуть попозже. С вами канал «В погоне за стадио», меня зовут Георгий, последние 2,5 года я живу в Италии, поэтому иногда представляюсь Джорджо. Если точнее, в Италии живу в Милане, поэтому не мог, конечно, не доехать до Como и матч посетить Como Genoa в серии А. Подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на Telegram канал, вот QR-код, ставьте лайки, колокольчики и так далее и тому подобное. Что могу сказать? Чисьямо, андьямо. Ну, красота же вообще. В качестве сувенира на стену. В 2025 году это никуда не годится. А выдвигаюсь я в Como из Милана, вот, с такого прекрасного центрального вокзала, Милано Централе он называется. Монументальное совершенно сооружение. Каждый раз, когда приезжаю сюда, должен отправиться в какое-то новое путешествие, каждый раз восхищаюсь каждой деталью, наверное, так можно сказать, которая есть у этого сооружения. Поезд едет до станции Локарно. Я поеду, естественно, в Como. 5 евро 20 центов стоит билет. И составит путь примерно 40 минут. А тут нужно два момента отметить. Во-первых, со мной вышло очень много народа. Ощущение, что вместе со мной сюда много кто приехал. Второе, это поезд. Он международный. Он едет в Швейцарию. Локарно, это его последняя остановка. А также он приезжает в Лугано. Лугано это тоже такая точка рядом с Италией. То есть на этом поезде можно доехать и там глянуть футбол. Когда-нибудь я собираюсь это тоже сделать, потому что Лугано это такой, знаете, город типа швейцарская Италия. Ну а вот эта часть, ради которой съезжаются туристы со всего мира. Озеро Como и Альпы. Плавать мы ни о чем не будем. Зато мы, надеюсь, сейчас заберемся в Брунато по фуникулеру. Перед матчем я планирую и вам всем советую подняться на фуникулере из Como в Брунато. Мы находимся около его входа. Он работает с 1894 года и до сих пор остается одним из самых удобных способов попасть наверх. Здесь есть расписание. Сейчас у нас 9:51. Вот у нас билетик. И, соответственно, стоит 6,60 в обе стороны. Ну, довольно часто ходит. Раз в полчаса примерно получается. Вот здесь есть бар. Если вы пришли раньше времени, можно перекусить, что-то попить. Так, 7 минут, 3 с чем-то евро, и вы видите стадион Como вон там вдалеке. Стадион, еще один стадион на воде после стадиона Венеции. Ну и горы, облака, красота. Наверху мы видим около станции фуникулера вот такие огромные шестеренки, которые фуникулер поднимает, опускает Брунато из Como и обратно. И вот карта самого Брунато. Это не какая-то там смотровая площадка, это город, реальный город. И фуникулер это реальный, не просто туристический, а реальный транспорт. Брунато это город со своими достопримечательностями. Здесь можно где-то 2-3 часа провести, погулять и так далее и тому подобное. Но в туристический сезон очень советую делать это аккуратно, потому что можно встрять в большую очередь на спуск. Посмотрите, какую вещь встретил. Полотенце. Нам ветер чуть-чуть мешает. Полотенце с картой Италии, футбольной картой Италии для любителей кальчо, конечно, классная штука. Не обязательно использовать как полотенце, можно повесить просто в качестве сувенира на стену. По этому автомобилю можно изучать, с кем дружит Ультрас Como. Смотрите, сколько стикеров на этом Фиате Панда. Ну красота же вообще. При желании всегда можно вот так спуститься к озеру. Но вода, я вам скажу, честно говоря, прям холодная. В принципе, неудивительно. Все-таки сегодня у нас 27 апреля. И было бы странно, если бы рядом с Альпийскими горами было теплое озеро в этот момент. С фаншопом Como получилось грустно, потому что он закрыт на реновацию.
Кстати, навигатор показывает, что через 4 минуты есть магазин Adidas и Кома. Это, конечно, не фан-шоп в классическом представлении, как я понимаю. Но, тем не менее, там есть какая-то атрибутика. Сейчас мы попробуем посмотреть. Ну, а вот и, да, видите, даже прям написано фан-шоп Кома 1907. Сейчас зайдем. Вот эта часть всегда приятна, когда в фан-шопе такое количество стикеров, ультрас, тифози, людей, которые болеют за клуб годами, десятилетиями. Ну и давайте буду показывать фан-шоп. Очень стильная вот эта вот часть. Это было, насколько я помню, с благотворительностью связаны 2 картины. Вот такая скамейка прекрасная. Вот такая скамейка из детства. Мне кажется, в школе примерно плюс-минус у всех такие были. Ну и дальше погнали разный мерч. Красивые шарфы, мне вот это особенно нравится. При желании можно даже очки купить. Ну это прям, видите, да, здесь коллаборация с одним из производителей. И смотрится это прям очень достойно. В Италии очень любят собак, и поэтому мы видим здесь и синие, и розовые ошейники. Видимо, для мальчиков, для девочек. И есть и в том числе правильные, так называемые, которые не перетягивают собакам шею. Набор стикеров и значок Кома. Все вместе 10 евро по 5. Гуманно. Мне нравится такое. Можно дальше двигать к стадиону. Увидел по дороге в фан-шопу такую стенку со стикерами, большим количеством географии, и увидел своего знакомого Амира, с которым мы как раз таки гоняли в Лекко, то есть тоже на этом же озере, и, конечно же, передал ему привет. У него тоже есть телеграм-канал Лутка де Каталары, так что подписывайтесь. Ну, здесь география, конечно, мощнейшая. Итак, мы подходим к стадиону Джузеппе Сенегалья. И, конечно, очень интересно, за что же я заплатил 55 евро. Только за виды или за что-то еще. Цеска Фабригас еще помнит как игрока в Кому, не только как нынешнего тренера. Тут еще момент, что я был 2 недели назад, как я говорил, в Венеции, и как бы футбол на воде я уже видел. Да, стадион на воде, вот это вот все. Имея с чем сравнивать, якому в этом плане, наверное, не повезло, потому что я скептически отношусь, честно говоря, к их стадиону. Вот, я надеюсь, что они меня переубедят, но подозреваю, что нет, потому что выглядит он, ну, как типичный итальянский стадион в провинции. Вот пока так. Так, ну вот здесь вот народ перед матчем разогревается. Ну, это, конечно, топ. Да, вот, мне собака лает, не понравился ей. Ну ладно. Здесь бар, здесь озеро Кома и Альпы. Ну, это кайф. Да, тут чуть распогодилось. Какие орлы сохранились. Красотища какая, а? Ну, вот в Кома вот такое соседство, яхт-клуб и футбольный стадион. Обязательно каждый раз подчеркиваю, что в Италии на футболе нужен ID, паспорт, любой документ, удостоверяющий личность, потому что без него на футбол прийти в Италии нельзя. Это не фан-ID, но очень это похоже. Не забывайте, потому что могут просто реально возникнуть проблемы, купите билет за 55 евро на Кому Джено и потом не попадете, будет обидно. Вот как вам стадион, билет на который, трибунный билет, на который стоит 55 евро. Но это же дичь. Давайте откровенно говорить, называть все своими словами. Это команда Серия А еле-еле вместила 10 тысяч. Первых 5 туров провела в гостях на выезде, потому что не могли согласовать, согласно регламенту, не могли допустить арену к соревнованию. Но это прям грусть же. Ну вот это красиво. Совершенно случайно обнаружил, что у людей есть вот такой вот журнал, спросил, а где они взяли. А он, мужик мне говорит, ну вон на полу лежит. Причем очень качественный журнал, прям очень качественный. Не какая-то там газетеночка. Кутроне, Никопас, Диаоф, все главные звезды Кома.
Здесь еще есть мини-стор, здесь есть какая активность, Earth Day, День Земли. Там есть фан-шоп, есть матчевый шарф, естественно, который не очень люблю или очень не люблю. Ну и бар, где мы попробуем сейчас что-нибудь купить, но очередь такая существенная. Вот это вот мне панина с саламеллой. Саламелла — это такая свиная колбаса жареная. Ну и стакан воды, потому что пиво сейчас, если выпить, мне кажется, на солнце разморит просто дико. Что не очень прикольно, что я простоял 20 минут вот этой очереди, и что вот здесь вот стоят рекламные щиты, ну, мультимедийные, да, и, соответственно, ты не можешь, тебе нужно отойти в любом случае в сторону, вот так вот хотя бы сюда, чтобы посмотреть футбол. Ну, я понимаю, что это сделано для коммерции, для всего остального, да, вот, но могли бы все-таки подумать о болельщиках, как-то вот, чтобы ты и в баре стоял, да, и мог футбол посмотреть, как это делается в нормальных местах. Per sempre grazie Papa Francesco, il mondo dello sport continuerà a pregare per te. Стадию Джузеппе Синегаля начали строить в 1925 году и открыли в 1927. За 100 лет своего существования претерпел несколько изменений. Последняя реконструкция была как раз перед этим сезоном, 24-25 проведена. Вмещает он 10759. Ну, главная особенность, конечно, что он расположен в таком живописном месте. Там за решеткой мы видим озеро, здесь горы. Это такая, знаете, уникальность, да. Немного стадионов, которые располагаются в таком живописном месте. Собственно, кто такой Джузеппе Синегале? Стадион в честь него назван. Это военный герой и спортсмен, который погиб в Первой мировой войне. И он также был активным участником спортивной жизни города. Это был крутой розыгрыш. Это явно домашняя заготовка от Цеска Фабрикаса. В этом журнале, который лежал на земле, никому не нужный, ну или кому-то нужный, как и мне, здесь реклама Убера. Собственно, стадион Кома с птичьего полета, не так, конечно, как я снимал с Брунаты, но тоже неплохо. Понятно, что за трибуна. Вот трибуна, на которой мы находимся, это вот эта вот, Комо. Она сверху бетонная, и снизу там пристройка временной конструкции. Вот эта трибуна, она полностью бетонная, соответственно. Вот, выглядит она, ну, выглядит как выглядит. Вот, напротив трибуна тоже полностью бетонная. Вот, и, собственно говоря, трибуна фанатская Кома, она полностью из временных конструкций. Чем-то напоминает ситуация в Бергамо. Там Аталанта перестраивал похожим образом стадион, то есть 3/4 стадиона одно время были прямыми, прямоугольными. И вот такая же была история с одной гостевой трибуной. Сейчас стадион Бергамо, полностью закрыли в коробочку. Но впечатления не самые, я имею в виду именно с точки зрения стадиона, не самые крутые, потому что ну, как бы ты платишь 55 евро, и ну, 55 евро это не стоит. Потому что билет на Венецию, понятно, там был матч Венеция-Монца, то есть это два аутсайдера 19-20 места, да. Вот, здесь, конечно, команда типа 12-13, но разница 20 евро это несопоставимо. Плюс инфраструктура не соответствует вообще серии А, как бы, откровенно говоря. Мало где соответствует, но это плохо. Но esiste il lago di Lecco. И существует озеро Лекко. Сегодня у нас матч Комо-Дженуа. Не особо крутое противостояние, именно с точки зрения ультрас и все такого. Самое жаркое противостояние у
Кома, Ультрас Кома находится Лекко. Оба города находятся на озере Кома. А, кстати, как выглядит озеро Кома, собственно, это вот его реальная форма. Да, и вот подписано Кома 1907. Футболка, которую я до этого показывал, что не существует озера Лекко, она вот в том числе к этому отсылает. Есть как раз таки дерби озера, это дерби Комо-Лекко. Солнце ушло, и в принципе можно и пиво выпить. Вот Лакомаска, то, что написано, это именное пиво на стадионе Жозепа Сенегали, которое разливают. Сейчас его попробуем. И еще возьмем пиццу, чтобы точно не остаться голодными. Такой стакан классный. Такой даже домой хочется забрать, но и неохота тащить. Горячая пицца, пиво, итальянский футбол, трибуна Дженуа. Вот такая сейчас будет, может быть, еще трибуна Кома. Нет, не в этот раз. Гол уже один забили. Уже попробовал, вкусно, честно. Ну вот о чем и речь, пошел дождь, все начали надевать куртки, капюшоны, зонты доставать и так далее и тому подобное. Матч серии А, мы сидим на 10-тысячном стадионе, около озера, логично, что около озера Егор часто может быть дождь, и здесь нет козырька. Ну, это плохо, в Венеции то же самое. Стадионы без козырьков в нынешних реалиях в 2025 году это никуда не годится. Ну, чтобы до конца было понятно, вот там козырек есть только над противоположной центральной трибуной. Это там, где сидят звезды Тири Анри, например, Натали Портман, Майкл Фассбендер и так далее. Вот, над тремя другими трибунами, на той, на которой я сижу, на фанатской трибуне, Камасков, и на гостевой, соответственно, здесь никаких козырьков нет. Обычная история для Италии. Надеюсь, скоро будут исправлять. Победа Кома 1-0. И люди очень довольны. Кстати, весь стадион празднует. Я не мог затягивать, на самом деле. Матч закончился. А давайте послушаем. Ну, красота, да? Атмосфера очень крутая. Стадион с 10. Одним словом, ну, полное дерьмо. Очень круто. Люди болеют за свою команду, она им нравится. Они вышли в серию А, они в ней закрепились. У них крутой тренер, молодой Сеск Фабригас, у них много крутых молодых футболистов. У них крутая фанатская трибуна. У них куча народу на трибуне центральной, у них есть хороший пиар, они не вылетают, как в Венеции может вылететь команда Лив. Так что можно только пожелать, чтобы братья Картона реализовали проект по реновации этого стадиона. Его должны полностью перестроить. Очень красивый проект нарисовали. Я надеюсь, что это случится к 2028 году. Это все должно произойти. По идее, 3 года это не так много для стадиона. Потому что если они еще и стадион перестроят, это будет прекрасно. Атмосфера здесь прекрасный город, маленький в хорошем смысле, аутентичность зашкаливает на 100%. Я скептически очень относился к этому стадиону, и к прожекту скептически относился, он хреновый, он плохой. Но атмосфера, которая здесь есть, она крутая. И если они перестроят, это будет очень круто. Так что удачи Кома, я надеюсь, что они реализуют то, что они хотят. И это будет круто для всего кальчо. Я прощаюсь с вами, это был канал «Погони за стадио». Меня зовут Георгий или Джорджо. Любите кальчо, смотрите его всегда и везде. И помните, что выходные – это не время для того, чтобы сидеть дома. Чао!